Пустыня Руб-эль-Хали, прозванная Великим морем песка, простирается бесконечно под палящим солнцем. Ветер поднимает волны обжигающей пыли в небо, рисуя вихри среди земли, куда редко ступает нога человека. В одной из полевых археологических баз, затерянной среди этого песчаного океана, доктор Лина Моро и ее международная команда проводили 18-й день раскопок в районе, который на древних картах обозначался как Аль-Сир-Аль-Кабир – Великая Тайна. Лагерь погружен в полуденное оцепенение. Никто не разговаривает, лишь гудит генератор и тихо шуршит песок по натянутому брезенту. Вдруг налетел необычно сильный порыв ветра. За считанные минуты небо стало мутно-желтым. Песчаная буря обрушилась с такой скоростью, словно что-то разгневанное проснулось под землей. Все поспешили укрыться в главной палатке, задернули занавески и набросили влажные ткани на вход, чтобы остановить поток песка. Ветер завывал, как крик, более 3 часов, унося с собой легкое оборудование и засыпая почти все инструменты. Когда небо наконец прояснилось, команда вышла наружу и застыла. Буря буквально вспахала землю. Огромные дюны исчезли, словно их никогда не было, а в центре обнажившегося пространства, всего в 200 метрах от лагеря, лежал темный изогнутый объект, длиной не менее 20 метров, блестящий под солнцем, словно металлическое тело мертвого кита. «Этого не может быть», — прошептала Лина. Ее руки задрожали, когда она подняла бинокль. Это был корпус судна, блестящий, явно инородный по отношению к мертвому пейзажу пустыни. Она немедленно позвала команду, приказала принести георадар, сканер грунта и 3D-камеры. Приблизившись, они убедились. Объект сделан из антикоррозийного сплава, со швами, выполненными лазерной сваркой. Лестничный пролет частично сохранился. На корпусе были следы черной краски, замазывавшей надпись, но уцелели 3 последние буквы. «Это настоящее судно», — сказал техник из Германии Клаус. «Нет, это роскошная яхта. Но почему она здесь, посреди пустыни, за 1000 километров от океана, никто не знал ответа, но Лина не отрывала взгляда от судна. Она знала, все начинается отсюда. И пустыня, где, казалось бы, есть только песок и солнце, хранит тайну, о которой никто даже не осмеливался мечтать. Во второй половине того дня солнце над пустыней стало мягче, но воздух по-прежнему был раскален. Вся археологическая группа собралась вокруг корпуса яхты, возвышающегося из песка. Как доисторическое существо, погребенное веками. По цветам фонарей металлическая обшивка отливала бледно-зеленым, создавая странное тревожное ощущение. «Вход здесь», — указал Клаус, на овальное отверстие, почти полностью засыпанное песком. Вокруг него были следы герметизации, не цементом и не бетоном, а каким-то затвердевшим биологическим клеем буро-желтого цвета. Никто из команды раньше не видел подобного материала, ни военных знаков, ни технических кодов. Доктор Лина осторожно дотронулась до клея. Он был сухим, как древняя смола, но исходил резкий запах, похожий на йод. Почти час понадобился, чтобы с помощью специального инструмента снять герметик и открыть люк. Изнутри повеяло холодом, несмотря на то, что снаружи было почти плюс 50 градусов Цельсия. «Внутри все еще сохраняется давление», — пробормотала Лина. «Этот корабль почти идеально законсервирован». Внутри фонари осветили совсем другой мир. Роскошный интерьер яхты, ореховое дерево, хрусталь, кожа. Столы и кресла на месте, бокалы стоят на столах, в одном немного темно-красной жидкости. В аудиосистеме застывшая музыка. Все выглядело так, будто люди покинули судно всего несколько часов назад. Но никого не было, никаких следов жизни, никаких тел, никаких признаков паники. Самое пугающее — электронные устройства все еще работали. Один из экранов радара слабо мерцал.
На нем мигала надпись «Ожидание сигнала». Один из младших участников экспедиции, Карим, нашел на панели цифровые часы, они показывали 0, 3, 17, 12, 14, 09 1991. Под палубой находилась главная каюта. Стены были облеплены исписанными вручную листами бумаги на русском, на латинском, на упрощенном китайском и особенно символами в виде спиралей, не принадлежащими ни одной известной системе письменности. Клаус пристально посмотрел на эти знаки и тихо сказал: «Мы вошли в место, которое не принадлежит обычному миру». Доктор Лина кивнула, она почувствовала присутствие чего-то, ни ветра, ни жары, чего-то другого, что находилось внутри корабля вместе с ними. Яхта Верити была не просто куском металла, затерянным в пустыне, она была словно запечатанный объект, случайно пробужденный человеком. Ночь опустилась на пустыню, но внутри яхты Верити казалось, что тьма царила здесь уже давно. Археологическая группа все еще находилась в рубке управления. Доктор Лина внимательно листала старый ноутбук, найденный в ящике стола. Экран ЦРТ дрожал, но все же загорелся после стольких лет молчания. Никто не понимал, как он все еще работает. В памяти был найден единственный незашифрованный файл. «Капитан. Лох. 1991. Текстовый файл. Бортовой журнал капитана, в котором по дням записан последний путь яхты. 17 августа 1991 года. Начало путешествия. Отплытие из порта Ла-Рошель, Франция. Курс на Бразилию. Пассажиров. 12. Все системы в норме. Погода благоприятная. Группа неизвестных лиц заплатила наличными за участие, не оставив данных, ведут себя странно, но не нарушают правил. 23 августа 1991 года сбои в навигации, сбой навигационной системы. Похоже, мы больше не на правильных координатах. Ночное небо странное, звезды выстроены по спирали. Один из инженеров, Ларс, говорит, что мы движемся обратно к некой неопределенной широте. 26 августа 1991 года неопознанный объект прошлой ночью наблюдали движущийся под водой свет с немыслимой скоростью. Что-то прилипло к дну яхты. Сегодня утром судно начало дрейфовать в непонятном направлении. 30 августа 1991 года океан исчез. Мы проснулись, и вокруг больше не было моря. Только сухая земля, никакой воды, никакого неба. Лишь песок и вихри. Яхта неподвижна. Никто не пострадал. Но все молчат. Никто не понимает, что происходит. 1 сентября 1991 года. Одинаковые сны. Все видят один и тот же сон. Белая комната, шепот в голове, вращающийся круглый символ. Один из пассажиров перерезал себе горло после пробуждения. Время остановилось, часы остановились. Мы не чувствуем голода, жажды, сна, но каждый ощущает, будто он отделен от самого себя. Кто-то попытался разбить люк и сбежать наружу. Он исчез сразу же, как вышел. 7 сентября 1991 года. Сигнал о помощи. Мы пытались передать сигнал СОС, но радар выдает лишь сообщение. Сигнал заблокирован вне обычного пространственного диапазона. Я верю, мы больше не на Земле, в привычном смысле. Лина остановилась. Ее тело пробило дрожь. Мы стоим внутри того, что исчезло с лица мира более 30 лет назад. Тихо произнесла она. Карим, самый молодой в команде, прошептал. Тогда, если яхта исчезла в океане, а появилась в пустыне, куда делись люди с борта и кто или что вернуло ее обратно? Ответа не было. И тут Клаус заметил на экране последнюю, едва различимую строчку, написанную от руки. Если ты читаешь это, уходи, пока оно не проснулось вновь. После того, как они дочитали до конца зловещие строки из бортового журнала капитана,
Атмосфера на яхте Верити стала удушающей, словно стены начинали медленно смыкаться. Группа решила спуститься на нижний уровень, в отсек, который по схеме корабля означался как технический отсек. Но вход туда был скрыт за тяжелой железной дверью с тройным кодовым замком. Понадобилось почти 2 часа и помощь плазменного резака, чтобы открыть ее. Изнутри хлынул поток ледяного воздуха, будто из глубокой замороженной шахты. Помещение за дверью было совершенно темным, без света, без окон, но в самом центре этой тишины парил сферический объект, медленно пульсирующий бледно-голубым светом, словно биение сердца. Карим первым подошел ближе. Он поднял магнитометр, но через несколько секунд прибор начал сильно вибрировать, полностью сбился и отключился. Все стрелки метались в хаосе, а экран термометра выдал надпись «Ошибка». Доктор Лина обнаружила еще одно странное явление. Вокруг сферы не было гравитации. Когда она аккуратно уронила фонарик в зону рядом с объектом, тот не упал, а начал медленно вращаться по спирали, как будто попал на орбиту миниатюрной планеты. Это не могло быть создано человеком. Поверхность сферы была идеально гладкой, как у метеорита, но при этом отражала искаженные образы. Каждый раз, когда кто-то приближался, ее свет учащался, словно реагируя на эмоции. На оболочке были выгравированы символы, совпадавшие с теми, что группа ранее обнаружила на стенах каюты. Круг в круге, медленно движущийся, словно живой. И тут это случилось. Карим, будто загипнотизированный, протянул руку и коснулся поверхности сферы. В тот момент вся комната погрузилась в тьму. Свет погас, приборы отключились, яхта содрогнулась, как будто что-то проснулось. «Карим!» — закричала Лина. Но когда свет вернулся, Карима уже не было. На полу остался только обожженный отпечаток ладони, вдавленный в металл. Затем по пространству разнесся шепот, не из чьих-то уст, а прямо в их головах. «Не сейчас, не здесь». Доктор Лина рухнула на колени, голова разрывалась от боли. Клаус задыхался, широко раскрытыми глазами глядя на сферу. В этот хаотичный миг все они поняли. Объект обладает сознанием. Это не просто устройство, оно знало, что на него смотрят. И оно выбирало. Лина, дрожа, успела заметить, как на поверхности сферы проявилась надпись, словно выгравированная из света «Вот, Карли, дверь, мы наблюдаем». После исчезновения Карима весь технический отсек погрузился в какую-то неестественную тишину. Никто не осмеливался говорить, никто не двигался, все просто смотрели на парящий шар. Его холодное синеватое свечение теперь потускнело, словно он только что переварил чью-то душу. Доктор Лина попыталась сохранить самообладание. Она закричала, приказывая срочно эвакуироваться. Клаус схватился за голову и пробормотал. «Эта штука, она смотрела прямо в мои мысли. Она знает, как меня зовут». Они покинули яхту в полной тишине, забрав с собой все копии данных с компьютеров, фотографии символов и дубликат бортового журнала капитана. Лина выходила последней, бросив взгляд на разрушенную железную дверь, и захлопнула ее. Через 2 дня над археологическим лагерем приземлился неопознанный военный вертолет. Всех членов экспедиции немедленно изолировали, ни одного объяснения. Всю личную технику изъяли, лагерь был полностью демонтирован, а место, где находилась яхта, засыпано специальной техникой для перемещения песка. С воздуха казалось, что ничего и не было. Через месяц правительства стран, участниц проекта, объявили, что археологическая миссия завершена и ничего примечательного обнаружено не было. Официальный сайт экспедиции был закрыт. Все изображения, связанные с Верити, удалены из интернета в течение нескольких часов после утечки. Но у Лины кое-что осталось. В маленьком жестком диске, спрятанном в стельке ботинка, она сохранила копию журнала капитана, видеозапись пульсирующего шара и аудиофайл с тем самым голосом в голове. Тем,
что никто не мог объяснить. Через неделю после возвращения в Париж Лина почувствовала, что за ней следят. Чужой человек подолгу стоял у ее дома, ее электронная почта постоянно блокировалась. Один из коллег, Ахмед, внезапно погиб в автокатастрофе, хотя всегда ходил пешком. На ее компьютер пришло анонимное сообщение. «Вы увидели то, что не должны были. Не дайте этому распространиться». Лина поняла. Эту правду нельзя было раскрыть. Не потому, что мир не готов, а потому что-то, к чему они прикоснулись на той яхте, еще не готово быть увиденным. Оно не из прошлого, не из будущего. Возможно, оно вообще не из временной линии человечества. И вот в одну тихую ночь, когда Алина сидела одна в своем кабинете, жесткий диск на столе внезапно засветился, хотя не был подключен. Экран ноутбука сам включился и отобразил строку, медленно, снова и снова. «Ма вас еще. Здесь. Ма ви еще здесь. Ма ви еще здесь.